Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 26 апреля. Поговорим о церковном календаре, также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, друзья, 26 апреля. Далее все более подробно в этом видео. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «счастье», и пусть Вселенная исполнит все ваши мечты. Также хотим поблагодарить вас за донаты, которые вы нам отправляете, друзья, нам очень приятно. Итак, друзья, 26 апреля Православная Церковь почитает память святой мученицы Фомаиды Египетской, чья жизнь и чудеса у ее гроба стали символом силы духа и чистоты. В этот день верующие обращаются к ней с молитвами об избавлении от блудных страстей, вспоминая ее историю как пример непоколебимой веры и моральной стойкости. Фомаида родилась в V веке в Александрии в семье христиан. Ее родители, глубоко верующие люди, воспитали дочь в духе целомудрия и благочестия. Фомаида с ранних лет проявляла любовь к чтению священного писания, что сформировало ее мировоззрение и укрепила в вере. В 15 лет она вышла замуж за рыбака, также исповедующего христианство. Семейная жизнь молодой пары складывалась гармонично. Они жили в доме родителей мужа, где Фомаиду ценили за кротость и добродетель. Сюжет обостряется трагическим событием, когда свекор Фомаиды, поддавшись напущениям дьявола, попытался склонить ее к греху. Несмотря на угрозы и даже смертельную опасность, Фомаида оставалась непреклонной, отстаивая свою чистоту и верность божественным заповедям. Ее твердость вызвала гнев свекра, и в порыве страсти он убил ее. Так Фомаида приняла мученическую кончину в 476 году, став примером стойкости и верности вере. Сразу после убийства свекр Фомаиды был наказан Богом. Он ослеп и не смог скрыться с места преступления. Этот акт немедленной божественной кары стал дополнительным свидетельством святости Фомаиды и ее защиты высшими силами. Тело мученицы было погребено в монастырской усыпальнице по велению преподобного Даниила. После этого место ее захоронения стало местом чудесных исцелений. Один из монахов, который страдал от плотских страстей, обрел избавление, молясь у гробницы Фомаиды и исполнив ритуал с молитвой и елеем. Это чудо лишь укрепило репутацию Фомаиды как заступницы от блудных страстей. Также обращаем ваше внимание, что 26 апреля проходит пятница 6-й седмицы Великого Поста. Православные верующие соблюдают сухоедение. Аскетическая практика сухоедения предполагает крайне строгие ограничения в питании. Во время таких постов допускается употреблять лишь ту растительную пищу, которая не подвергалась термической обработке. Разрешены свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, но запрещены любые горячие блюда и напитки, включая кофе и компоты. Растительное масло и вино в дни сухоедения вкушать воспрещается. Напоминаю вам, что это касается только тех людей, которые придерживаются Великого Поста. Ну а в народном календаре славянских народов существовало множество дат, каждая из которых обладала своим уникальным значением и традициями. Одной из таких особенных дат являлся День почитания святой мученицы Фомаиды, получившей в народе прозвище Медуница. Это имя связано не только с историей святой, но и с традиционным сбором целебного растения медуницы. Медуница, или как еще ее называют, луговой барага, это растение, которое начинает цвести ранней весной. По народным поверьям, именно в день святой Фомаиды, который приходится на 26 апреля, наши предки отправлялись в леса и поля за первыми весенними травами, среди которых была и медуница.
Сбор медуницы был не только практичным занятием, но и обрядом, наполненным глубоким символизмом. Считалось, что сбор растений в этот день приносит здоровье и защиту от злых духов. Цветущие побеги и листья растений собирали в небольшие кучи, а затем сушили на открытом солнышке. Корни же удобнее всего было собирать осенью, после чего их тщательно сушили и измельчали в порошок для хранения в тканевых или бумажных мешочках. Также медуница известна своими мощными лечебными свойствами. Она обладает мочегонным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, отхаркивающим и антисептическими действиями. Эти качества делают медуницу незаменимым компонентом домашней аптечки. Растение также используют для повышения иммунитета благодаря его витаминному составу и наличию йода, который особенно важен для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы. Листья медуницы съедобны, что позволяет использовать их в пищу в виде салатов или добавлять в супы. Сок медуницы, богатый йодом, используют в лечении онкологических заболеваний, туберкулеза и анемии. Кроме того, на Руси из медуницы традиционно готовили спиртные настойки и отвары. Для приготовления настойки брали сухие листья, цветы, заливали их водкой или спиртом и настаивали в темном месте в течение нескольких недель. Такая настойка помогала при простудах, укрепляла иммунную систему и служила отличным профилактическим средством. В день Фомаиды медуницы существовали и другие поверья, связанные с природными явлениями. Считается, что в этот день лисицы начинают переселяться в новые норы, а шмели массово вылетают на поиски пыльцы. Эти знамения символизировали возрождение и обновление природы. 26 апреля в народном календаре многих славянских народов занимал особое место. Этот день был посвящен Фомаиде Медунице, и святой, которая считается покровительницей женщин и исцеления. И в этот день принято было обращаться к святой за помощью и защитой, а также проводить различные лечебные процедуры, используя мощь целебных трав. Фомаида, известная своими чудотворными свойствами, особенно ценилась женщинами. В этот день многие обращались к ней с молитвами о здоровье, о семейном благополучии и защите от невзгод. Считается, что молитвы, произнесенные именно в этот день, 26 апреля, имеют особую силу и могут быть услышаны святой, принося исцеление и утешение. 26 апреля – идеальное время для начала лечебных курсов и проведения оздоровительных процедур. В этот день энергетика растений находится на пике своей силы, что делает их особенно эффективными в лечении. Народные целители и травники рекомендуют использовать этот день для приготовления настоек, отваров и других лекарственных средств. Поэтому лучший способ провести 26 апреля – отправиться на природу за сбором трав. Медуница, символ этого дня, цветет именно в конце апреля. Ее сбор не только полезен, но и обладает особой энергетикой. Сбор лекарственных растений в этот день не просто позволяет заготовить полезные ингредиенты для домашней аптечки, но и дает возможность наладить связь с природой, что само по себе является исцеляющим. После сбора трав можно сразу приступать к приготовлению лечебных средств. Например, свежие листья и цветы медуницы можно использовать для приготовления целебного чая или настоя, который поможет укрепить иммунитет и поддержать здоровье. Также популярно изготовление из спиртовочек, из лекарственных трав, которые могут храниться долгое время и использоваться при первых признаках простуды или усталости. Также 26 апреля было принято проводить различные ритуалы и обряды для привлечения здоровья и счастья. Один из таких обрядов – омовение росой, собранной утром. По поверьям, утренняя роса обладала особенной очищающей и омолаживающей силой. Обмывание лица и рук росой в этот день поможет улучшить состояние кожи, придать сил и даже энергию.
26 апреля в народном календаре, как вы знаете, отмечен как день Фомаиды Медуницы, святой, которая имела особое значение в славянской культуре. Этот день традиционно считается временем, когда стоит воздержаться от ряда действий и начинаний. Итак, в этот день существовали определенные запреты, которые, согласно народным верованиям, помогут избежать неприятностей и проблем в будущем. Итак, в день Фомаиды Медуницы принято было избегать крупных покупок. Народные приметы говорят, что вещи, купленные в этот день, могут оказаться бесполезными или даже принести неудачу. Это связано с тем, что Фомаида считается защитницей от излишеств и помогает сохранить чистоту духовных и материальных начинаний. Также в этот день не рекомендуется планировать будущее или начинать новые проекты. Считается, что планы, которые были затеяны 26 апреля, будут трудно осуществимы или вовсе обречены на неудачу. Это связано с энергетикой дня, который направлен на внутреннее размышление и очищение, а не на активные действия. Согласно народным традициям, в день Фомаиды следует избегать флирта и кокетства. Фомаида, как святая, проповедовала умеренность и была противницей страстных порывов, которые могли возникнуть между мужчиной и женщиной. И за неподобающее поведение святая могла наказать, посылая болезни или другие неприятности, от которых будет нелегко избавиться. Также еще одним важным запретом этого дня касалось путешествий. В день Фомаиды в Медунице не рекомендовалось отправляться в дорогу, так как путь может оказаться неудачным. Поездки в этот день могут сопровождаться различными проблемами, такими как транспортные поломки, аварии, обманы или кражи. Это связано с тем, что день считается временем уединения и внутренней работы, а не активного перемещения в пространстве. В этот день также было не принято приглашать гостей. Существовало поверье, что люди, которые пришли в ваш дом 26 апреля, у вас могут остаться на долгое время. Считается, что если в этот день кто-то переступил порог вашего дома, он может стать частым гостем и не всегда желанным гостем аж на целый месяц. Еще одно интересное табу этого дня касалось употребления обычного чая. Вместо привычных чайных листьев следует заварить медуницу. Это растение, почитаемое в день Фомаиды, обладало мощными целебными свойствами. Считается, что чай из медуницы не только укрепляет здоровье, но и очищает организм, избавляет многих болезней. В этот день принято было отдавать предпочтение натуральным, лечебным напиткам, которые поддерживали тело и дух. Очень важным являлось и соблюдение мер безопасности при походе в лес 26 апреля. В этот период наши предки считали, что медведи просыпаются от зимней спячки и активно ищут еду. Народная мудрость говорила, что в этот день сборщикам медуницы следует надевать тулупы с шерстью наружу. Такой наряд создает иллюзию большого размера и может обмануть медведя, заставив его держаться подальше. Это старинная практика, направленная на обеспечение безопасности людей в лесу. В день Фомаиды Медуницы также существовало табу на любые финансовые операции, связанные с риском. Это могло включать в себя инвестиции, заключение контрактов или даже покупку недвижимости. Считается, что в этот день легко можно попасть в ловушку к мошенникам или просто сделать какое-то невыгодное вложение. Также в этот день не рекомендуется также избегать переутомления и стрессов. Фомаида Медуницы является символом спокойствия и умиротворения, поэтому любая излишняя активность или эмоциональное напряжение могут нарушить гармонию дня. Вместо этого стоит уделить время релаксации, медитации или просто побыть наедине с собой и с природой. Кроме того, в продолжении темы запретов в день Фомаиды Медуницы, народные поверья еще дают нам несколько интересных аспектов, связанных с заботой о здоровье и к уважению к природе. Одним из важных поверий этого дня являлся запрет на отлучение младенца от груди. Считается, что 26 апреля не время для таких изменений в рационе ребенка. Народная мудрость говорит, что младенцы, которые отлучены от груди в этот день, будут склонны к частым болезням и общей физической слабости.
Вместо этого рекомендуется кормить ребенка грудью чаще обычного, как считается, способствует его крепости и здоровью. Также 26 апреля считается днем, когда нельзя охотиться на зайцев. По традиции в этот день зайцы празднуют свои именины, что делает их убийство особенно несчастливым поступком. Это поверье отражает более широкую тему уважения к животным и к природе, которая пронизывает аспекты народной культуры. Охота на зайца в этот день может привести к невезению и даже к ряду неудач в личной жизни и в здоровье охотника. Также в день Фомаиды Медуницы не принято устраивать шумные праздники или мероприятия. Именно потому, что святая ассоциировалась с тишиной и спокойствием, поэтому любой шум или суета могли быть восприняты как нарушение спокойствия этого дня. Вместо громких собраний предпочтение отдайте тихим семейным посиделкам или, как вариант, медитативным практикам. Еще одно поверье говорит нам о том, что в этот день не стоит заниматься тяжелыми домашними работами, такие как уборка или ремонт. Считается, что такая активность может нарушить домашний уют и привлечь неудачу. Вместо этого рекомендую проводить время в размышлениях или заниматься легкой уборочкой, которая не требует значительных усилий. Друзья, вот такой у нас с вами день, 26 апреля, по народным приметам, традициям и обрядам. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно, друзья, напишите слово «счастье», и Вселенная обязательно исполнит все ваши мечты. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.